Итак, третье практическое занятие – решение задач на тему перпендикулярность прямой и плоскости. Сегодня порешаем несколько комплексных задач, позиционных и метрических. Но самое основное – это построение перпендикуляра и определение натуральной величины. И давайте внимательно посмотрим на исходные данные первой задачи. На основе них я вам напомню теорему о перпендикулярности прямой и плоскости. Итак, задача 1. Смотрим, что у нас в исходных данных. Это плоскость дельта, заданная прямыми m и l, параллельными прямыми m и l, и точка А. Все это задано на двухкартинном комплексном чертеже. Я перенес на модель исходные данные из первой задачи. Обратите внимание, плоскость дельта задана двумя параллельными прямыми L и M и точка пространства А. Также построены проекции этих объектов. Фронтальная проекция плоскости дельта, заданной прямыми M и L, и фронтальная проекция точки А. Также горизонтальная проекция прямых L и M, определяющих плоскость дельта, и горизонтальная проекция точки А. В первой задаче нам нужно определить натуральную величину расстояния от точки А до плоскости дельта. Что нам нужно сделать? Нам нужно построить перпендикуляр от точки А к плоскости дельта и найти точку пересечения перпендикуляра с плоскостью дельта. И третье, определить длину отрезка перпендикуляра от точки А до плоскости дельта. Но для начала нам нужно построить перпендикуляр, в данном случае две проекции перпендикуляра на двухкартинном чертеже. Нам нужно вспомнить теорему о перпендикулярности прямой и плоскости. Звучит эта теорема следующим образом. Фронтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна фронтальной проекции фронтали, а горизонтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. То есть, для того, чтобы построить фронтальную проекцию перпендикуляра, нам нужно знать, иметь фронтальную проекцию фронтали этой плоскости. А для того, чтобы построить горизонтальную проекцию перпендикуляра, нам нужно иметь горизонтальную проекцию горизонтали этой плоскости. Ну, давайте попробуем построить горизонтальную проекцию перпендикуляра. И для этого проведем произвольную горизонталь этой плоскости. Итак, в модели я провел горизонталь плоскости H и на плоскостях проекции показал ее фронтальную и горизонтальную проекции. Давайте проверим. Фронтальная проекция прямой H. Горизонтальная проекция прямой H. То есть это та самая прямая, лежащая в плоскости и занимающая горизонтальное положение. Согласно теореме о перпендикулярности прямой и плоскости, горизонтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. Итак, давайте в модели я проведу перпендикуляр к плоскости, а также покажу ее проекции на плоскостях проекции. Я провел из точки А в пространстве перпендикуляр к плоскости дельта. Давайте проверим, так ли это. Вот плоскость заняла проецирующее положение. Мы видим, что перпендикуляр, он натуральную величину, то есть угол наклона перпендикуляра 90 градусов. И давайте проверим, так ли получились проекции перпендикуляра. Фронтальная проекция перпендикуляра. Перпендикуляр обозначен буквой N, и это N2. И горизонтальная проекция перпендикуляра. Обозначим N1. Согласно теореме о перпендикулярности прямой и плоскости, горизонтальная проекция перпендикуляра должна быть перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. Что мы и видим. Вот мы получили горизонтальную проекцию перпендикуляра с модели. Вот горизонтальная проекция горизонтали. Как мы видим, они перпендикулярны друг другу. Это прямое следствие из теоремы о проецировании прямого угла.
Прямой угол проецируется в натуральную величину в том случае, если одна из его сторон является прямой уровня. Ну и в данном случае, хоть наши прямые h и n скрещиваются, но теорема о проецировании прямого угла действует и в отношении скрещивающихся прямых, то есть если одна из прямых занимает частное положение и проецируется на плоскость проекции в натуральную величину, то и прямой угол проецируется в натуральную величину. Вот такая вот теорема. Я вам напомнил теорему о перпендикулярности прямой и плоскости, а также теорему о проецировании прямого угла. Ну и что нам нужно сделать, соответственно, у нас на чертеже? Провести горизонталь плоскости и провести перпендикуляр через точку А1 к горизонтальной проекции горизонтали. Давайте приступим к решению задачи. Нам нужно провести горизонталь плоскости дельта. Горизонталь мы начинаем строить с ее фронтальной проекции. Проводим произвольную фронтальную проекцию горизонтали H2. Отмечаем точки горизонтали, лежащие на прямых M и L. Это точки 1 и 2. Теперь строим горизонтальную проекцию этой горизонтали, лежащей в плоскости. Точка 1 лежит на прямой L. Точка 2 лежит на прямой M. Строим горизонтальную проекцию горизонтали. Построили горизонтальную проекцию горизонтали H. И согласно теореме о перпендикулярности прямой и плоскости, горизонтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. Итак, проводим перпендикуляр из горизонтальной проекции точки А к горизонтальной проекции прямой H. Таким образом, находим горизонтальную проекцию перпендикуляра n. Для того, чтобы построить фронтальную проекцию перпендикуляра n, нам нужно построить фронталь плоскости дельта. Итак, строим фронталь. Начинаем строить с горизонтальной ее проекции. Построили горизонтальную проекцию фронтали f и отметили на ней точки 3 и 4, лежащие в плоскости дельта. Точка 3 лежит в плоскости дельта и принадлежит прямой L. Точка 4 лежит в плоскости дельта и принадлежит прямой M. Строим фронтальные проекции точек 3 и 4, соответственно, находим фронтальную проекцию фронтали f. Фронтальная проекция точки 4 и фронтальная проекция точки 3. Итак, по точкам 3 и 4 построили фронтальную проекцию фронтали f2. Снова вспоминаем теорему о перпендикулярности прямой и плоскости. Фронтальная проекция перпендикуляра плоскости перпендикулярна фронтальной проекции фронтали. Итак, проводим через фронтальную проекцию точки А перпендикуляр к фронтальной проекции фронтали. Тем самым найдем фронтальную проекцию перпендикуляра n. Вот мы получили фронтальную проекцию прямой n. Теперь у нас есть две проекции прямой n, то есть первая часть задачи решена. Мы построили проекции перпендикуляра к плоскости. Вторая часть задачи: для того, чтобы определить расстояние от точки А до плоскости, нужно найти точку пересечения перпендикуляра с плоскостью дельта. Это уже первая основная позиционная задача. Давайте откроем лекции и вспомним ее. Первая основная позиционная задача – построение точки пересечения прямой с плоскостью. Для того, чтобы построить точку пересечения прямой с плоскостью, нам нужно заключить одну из проекций прямых в проецирующую плоскость. Давайте заключим проекцию прямой n2 в проецирующую плоскость сигма, во фронтально проецирующую плоскость сигма. Фронтальная проекция прямой n совпадает со следом фронтально проецирующей плоскости сигма. След плоскости сигма обозначаем разомкнутой линией. Плоскость сигма пересекает исходную нашу плоскость дельта по некоторой
прямой линии. Давайте построим эту прямую линию. Плоскость сигма пересекает прямую L в точке 5. Плоскость сигма пересекает прямую M в точке 6. Построим линию 5,6. Итак, отрезок 5,6 является линией пересечения фронтально проецирующей плоскости сигма и плоскости дельта. То есть этот отрезок одновременно принадлежит и плоскости сигма, и плоскости дельта. Как мы видим, прямая n тоже принадлежит плоскости сигма, поэтому в плоскости сигма прямая n и прямая, проходящая через точки 5 и 6, пересекаются. Что это за точка? Это непосредственно точка пересечения прямой с плоскостью. Давайте найдем горизонтальную проекцию отрезка 5,6 и найдем точку пересечения прямой n с плоскостью дельта. Построили горизонтальную проекцию отрезка 5,6, исходя из того, что этот отрезок лежит в плоскости дельта. То есть точка 5 лежит на прямой L плоскости дельта, точка 6 лежит на прямой M плоскости дельта. Как я уже сказал, в плоскости сигмы лежит прямая, проходящая через точки 5 и 6. Вот ее горизонтальная проекция. И также в плоскости сигма лежит прямая n, потому что мы провели плоскость сигма непосредственно через прямую n. Значит, в плоскости сигма прямая n и отрезок 5,6 пересекаются. Отметим точку пересечения. Точка К. Итак, точка К лежит на прямой n, так как это пересечение прямой n и отрезка 5,6. Точка К лежит в плоскости сигма, так как прямая n и лежит в плоскости сигма. Также точка К лежит в плоскости дельта, потому что отрезок 5,6, на котором лежит точка К, лежит в плоскости дельта. Соответственно, раз точка К лежит в плоскости дельта и одновременно точка К лежит на прямой n, то это и есть не что иное, как точка пересечения прямой n с плоскостью дельта. Находим фронтальную проекцию точки К как принадлежащую прямой n. К2 лежит на прямой n. Таким образом, мы построили точку пересечения прямой n перпендикуляра с плоскостью дельта, заданной прямыми m и l. Еще один момент. Давайте представим, что плоскость дельта непрозрачная и, соответственно, будет скрывать некоторые участки прямой n после пересечения. Давайте определим видимость прямой n. Как мы это можем сделать? Мы это можем сделать с помощью конкурирующих точек. Если обратить внимание на вот это место, то это две скрещивающиеся прямые m и n перпендикуляр. Соответственно, здесь в точке 6 совпадают одновременно две точки. Итак, на скрещивающихся прямых m и n лежат точки 6 и 6 штрих. Точка 6 лежит на прямой m, мы ее построили ранее. Точка 6 штрих лежит на прямой n. Давайте посмотрим, где лежат горизонтальные проекции этих точек. Точка 6 на прямой m. Точка 6 штрих на прямой n. Если мы будем оценивать положение этих точек относительно плоскостей проекции, то точка 6 штрих ближе, чем 6 относительно фронтальной плоскости проекции. Соответственно, видим мы точку 6 штрих при взгляде на фронтальную плоскость проекции. Значит, на фронтальной плоскости проекции будет видимой та прямая, на которой лежит точка 6 штрих. Это прямая n. То есть в этом месте прямая n лежит ближе к плоскости дельта. А в точке К прямая вошла в плоскость и дальше стала невидимой. То есть участок от точки К до
границы плоскости, в данном случае это прямая L, будет невидимым. Давайте это отметим. После точки 5 прямая снова станет видимой. Вот такой волнистой линией я ограничил отсек плоскости дельта. Участок прямой n между точкой К и между точкой 5 скрыт за плоскостью дельта. Давайте определим видимость на горизонтальной плоскости проекции. На горизонтальной плоскости проекции оценить видимость прямой n и плоскости дельта мы можем по конкурирующим точкам 7 и 7 штрих, которые лежат на соответствующих прямой L и на прямой n. Итак, давайте предположим, что точка 7 лежит на прямой L, точка 7 штрих лежит на прямой n. Построим их фронтальные проекции. Вот их фронтальные проекции. Точка на прямой L и точка на прямой n. Если мы оцениваем их положение относительно горизонтальной плоскости проекции, то точка на прямой L выше, а значит на горизонтальной плоскости проекции плоскость дельта перекрывает прямую n. То есть мы можем отметить участок от границы плоскости до точки К штриховой линией. После точки К прямая n становится видимой, так как она уже проходит над плоскостью дельта. Мы определили точку К пересечения перпендикуляра с плоскостью дельта. Давайте теперь выполним последнюю часть задания. Определить натуральную величину расстояния. Расстоянием от точки А до плоскости будет считаться отрезок АК. Нам нужно найти натуральную величину отрезка АК одним из способов. Мы знаем способ прямоугольного треугольника для построения натуральной величины отрезка. Также открываем лекции, вспоминаем суть этого метода. Нам нужно найти разность координат на одной из плоскостей проекции. Разность координат z или разность координат y. Ну, давайте найдем разность координат вдоль оси y, то есть на горизонтальной плоскости проекции. Разность координат между точками А и К. Итак, вот эта величина, разность координат вдоль оси y, точек А и К, дельта y, АК. По способу прямоугольного треугольника мы должны отложить эту величину дельта y на перпендикуляре к фронтальной проекции отрезка. Фронтальная проекция отрезка АК. Строим перпендикуляр к фронтальной проекции отрезка АК. И на этом перпендикуляре откладываем величину дельта y, то есть разность координат y. Соединяя конец этого отрезка с точкой К, мы получаем прямоугольный треугольник, где один из катетов это проекция, фронтальная проекция отрезка АК, второй из катетов разница координат вдоль оси y, точек А и К. Ну и согласно способу прямоугольного треугольника, гипотенузой этого треугольника является натуральная величина отрезка АК. Таким образом мы нашли расстояние от точки А до плоскости дельта, натуральную величину этого расстояния. Давайте запишем алгоритм краткий. Итак, что мы сделали первым делом? Плоскость дельта задана параллельными прямыми М и L. Нам нужно было построить горизонталь и фронталь плоскости дельта для того, чтобы найти проекции перпендикуляра. Согласно теореме о перпендикулярности прямой и плоскости, фронтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна фронтальной проекции фронтали, горизонтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. Ну и перпендикуляр мы проводим через точку А, для того, чтобы найти расстояние от А до плоскости. Второе.
мы находим пересечение прямой n с плоскостью дельта. Тем самым получаем точку К, точку пересечения. И третий этап решения этой задачи – найти натуральную величину отрезка АК. Здесь мы применяли способ прямоугольного треугольника. Так, записываем алгоритм решения этой задачи, после чего перейдем к решению следующей. Итак, вторая задача – построить точку симметричной точки М относительно плоскости общего положения альфа. Обратите внимание, плоскость общего положения задана отсеком треугольным и задана точка М. Задача эта решается аналогично предыдущей. То есть первым делом нужно нам построить перпендикуляр из точки М к плоскости ABC. Найти точку пересечения перпендикуляра с плоскостью ABC. И затем на этом перпендикуляре в другую сторону отложить отрезок, равный расстоянию от точки М до плоскости ABC. Первые два пункта задачи решаются абсолютно аналогично. Нам нужно построить перпендикуляр к плоскости. Значит, нам нужно построить горизонталь и фронталь этой плоскости. Давайте это сделаем. Задача построения перпендикуляра от точки к плоскости вам уже известна из предыдущей задачи. Давайте решим эту задачу. Итак, строим фронталь и горизонталь плоскости. Горизонталь мы начинаем строить с фронтальной проекции. Построили фронтальную проекцию горизонтали. Я ее специально провел через точку А для того, чтобы у меня было меньше построений. То есть горизонталь проходит через точку А плоскости и через точку 1, которая лежит на отрезке BC. Построим горизонтальную проекцию горизонтали. Построили горизонтальную проекцию горизонтали по точке А и по точке 1, лежащей на BC. Для того, чтобы построить горизонтальную проекцию перпендикуляра, нам нужно провести прямую перпендикулярную горизонтальной проекции горизонтали. Делаем это. Построили горизонтальную проекцию перпендикуляра n. Теперь нужно построить фронтальную проекцию перпендикуляра n. Для этого нам нужно построить фронталь плоскости. Фронталь плоскости начинаем строить с горизонтальной плоскости проекции, и проведу я ее через точку B, опять чтобы у меня было меньше точек. Фронталь F проходит через точку B плоскости ABC и через точку 2, лежащую на отрезке AC. Построим фронтальную проекцию фронтали. Построили. Теперь нам нужно провести фронтальную проекцию перпендикуляра n через точку M, через фронтальную проекцию точки M. Сделали это. Фронтальная проекция перпендикуляра n перпендикулярна фронтальной проекции фронтали плоскости ABC. Первая часть задачи решена, мы построили перпендикуляр к плоскости. Вторая часть, нужно найти точку пересечения этого перпендикуляра с плоскостью ABC. Это первая основная позиционная задача. Вспоминаем, для того, чтобы построить точку пересечения, нам нужно заключить одну из проекций прямых в проецирующую плоскость. Давайте в данном случае проведем проецирующую плоскость через горизонтальную проекцию прямой n. Горизонтально проецирующая плоскость сигма проходит через горизонтальную проекцию прямой n. И решаем задачу на пересечение прямой n с плоскостью альфа. Для этого нам нужно найти линию пересечения плоскости сигма с плоскостью альфа, заданной треугольником ABC. Итак, плоскость сигма пересекает прямую BC в точке 3, прямую AC в точке 4. Отметим. Отметили точки 3 и 4. И давайте найдем фронтальную проекцию отрезка 3, 4. Точка 3 лежит на отрезке BC, значит фронтальная проекция точки 3 тоже лежит на фронтальной проекции отрезка BC. Точка 4 лежит на отрезке AC, фронтальная проекция точки 4 лежит на фронтальной проекции отрезка AC. Получили фронтальную проекцию отрезка 3, 4. И там, где фронтальная проекция отрезка 3, 4 пересекается с фронтальной проекцией прямой n, будет точка пересечения прямой n с плоскостью
Вот эта точка, точка К, отметим. И найдем горизонтальную проекцию точки К. Точка К лежит на прямой N, это точка пересечения прямой N с плоскостью. Значит, и горизонтальная проекция точки К лежит на горизонтальной проекции прямой N. Решили вторую часть задачи. Мы нашли точку пересечения прямой N перпендикуляра с плоскостью ABC. И давайте сразу определим видимость участков прямой N на проекциях. Для того, чтобы определить видимость на горизонтальной плоскости проекции, мы можем использовать конкурирующие точки, лежащие на скрещивающихся прямых плоскости и на самой прямой N. Итак, мы можем использовать отрезок BC и прямую N или отрезок AC и прямую N. Давайте отрезок AC. В этой точке лежат одновременно две точки. Одна из них на отрезке AC, это точка 4. Другая, 4 штрих, будет лежать на прямой N. Отметим. Отметили. Теперь найдем фронтальную проекцию точки 4 штрих, которая лежит на прямой N. Фронтальная проекция точки 4 нам уже известна. Нашли фронтальную проекцию точки 4 штрих. И теперь по фронтальной проекции мы можем оценивать видимость точек и, соответственно, видимость самих прямых, на которых лежат эти точки. 4 штрих лежит выше, чем 4, значит прямая N, на которой лежит 4 штрих, будет видимой на горизонтальной плоскости проекции. Значит, участок прямой от M до K будет видимый. После точки K прямая N уходит за плоскость. Ну и здесь снова выходит из-за плоскости. Давайте это обозначим. Определили видимость участков прямой N на горизонтальной плоскости проекции. Теперь определим видимость участков прямой N на фронтальной плоскости проекции. Для этого мы снова применяем конкурирующие точки. Смотрим, где скрещивается прямая плоскости с прямой N. Это вот здесь и вот здесь. Можем отметить любые из этих конкурирующих точек. Давайте вот в этом месте, где прямая АБ скрещивается с прямой N. Итак, фронтальные проекции точек 5 и 5 штрих, лежащие на отрезке АБ и на прямой N. Найдем горизонтальные проекции этих точек. Нашли горизонтальные проекции. Точка 5 лежит на прямой N, точка 5 штрих лежит на отрезке АБ. И оцениваем глубину этих точек. Точка 5 на прямой N ближе к нам, к наблюдателю, значит прямая N будет ближе относительно плоскости ABC в этом участке. Поэтому мы можем обвести участок от точки M до точки K толстой сплошной линией. В точке К прямая N пересекает плоскость и уходит за плоскость. Этот участочек будет штриховой линией, то есть этот участок невидимый. Ну и дальше снова выходит за плоскость. Давайте это отметим. Определили видимость участков прямой N на фронтальной плоскости проекции. Также мы определили видимость прямой N на горизонтальной плоскости проекции. И теперь последняя часть задачи – построить точку, симметричную точке M относительно плоскости общего положения. Итак, вот расстояние от точки M до плоскости, отрезок МК. Значит, симметричный ему отрезок будет лежать по другую сторону плоскости и будет иметь ту же самую длину. И при этом вспоминаем, что отрезки на проекциях делятся в тех же отношениях, что и в действительности. Поэтому проекция отрезка МК должна быть равна проекции отрезка КЛ. Симметричную точку обозначим буквой L. Берем расстояние МК с циркулем и откладываем на противоположной стороне плоскости. Итак, точка L симметричная точке M относительно плоскости общего положения ABC. Мы построили ее на перпендикуляре к плоскости ABC.
Теперь горизонтальная проекция точки L. Ее можно построить либо также отложив отрезок М1, К1 на этой стороне прямой, либо просто по линии связи построив горизонтальную проекцию точки L на горизонтальной проекции прямой N. Итак, построили горизонтальную проекцию точки L. Теперь у нас есть две проекции точки L с симметричной точки M относительно плоскости ABC. На этом наша задача решена. Давайте запишем краткий алгоритм решения этой задачи. Первое. Задана плоскость альфа отсеком ABC. Нам нужно построить горизонталь и фронталь этой плоскости. Затем нужно провести перпендикуляр этой плоскости. Горизонтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. И фронтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна фронтальной проекции фронтали этой плоскости. Ну и перпендикуляр мы провели через точку М. Вторая часть задачи. Мы нашли пересечение прямой N с плоскостью ABC. Это точка К. И третий пункт этой задачи. Мы построили точку L, симметричную точке M относительно плоскости ABC. То есть отрезок МК равен отрезку КЛ. И на проекциях, соответственно, отрезок М1К1 равен отрезку К1Л1, отрезок М2К2 равен отрезку К2Л2. Переходим к решению третьей задачи. На прямой А нужно найти точку, равноудаленную от двух данных точек А и Б. То есть заданной проекции точек А и Б задана проекция прямой А. Как решается эта задача? Вообще, когда мы слышим равноудаленные, это значит множество точек. Но задача конкретизирована. Нам нужно найти из множества равноудаленных точек ту, которая лежит на прямой А. А что это за множество равноудаленных точек? Давайте подумаем. Это множество точек, равноудаленных от заданных точек А и Б. Это плоскость, проходящая через середину отрезка АБ и перпендикулярная отрезку АБ. То есть на этой плоскости все точки будут равноудалены от точек А и точек Б. Раз это множество является плоскостью, то она будет иметь пересечение с прямой А. И единственное пересечение. Если, конечно, прямая А не лежит в этой плоскости. То есть, найдя точку пересечения прямой А с этой плоскостью, мы найдем решение этой задачи. Ну и приступим к решению. Проведем эту самую плоскость перпендикулярную к отрезку АБ через середину отрезка АБ. Соединили точки А и Б, тем самым получили отрезок. Нужно найти серединку этого отрезка. Как это делается с помощью циркуля? Берется дуга одного радиуса, проводится из точки Б и из точки А. Итак, провели дугу одного и того же радиуса с центром в точке Б и с центром в точке А. Соединяем точки пересечения этих дуг. И вот эта самая точка будет серединой отрезка АБ. Это построение середины отрезка с помощью циркуля и линейки. Отметим середину отрезка АБ как точку С и найдем горизонтальную проекцию точки С. Она также поделит горизонтальную проекцию отрезка А1, Б1 на две равные части. Вспомогательное построение делаем в тонких линиях. Давайте, чтобы сейчас не загружать чертеж, я его вообще уберу. Теперь как же мы проведем плоскость через точку С? Плоскость перпендикулярная заданному отрезку АБ. Вспоминаем теорему о перпендикулярности прямой и плоскости. Плоскость мы можем задать как две пересекающиеся прямые, фронталь и горизонталь. А в теореме о перпендикулярности прямой и плоскости фронтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна фронтальной проекции фронтали, а горизонтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. То есть давайте мы сразу зададим фронталь и горизонталь нашей плоскости перпендикулярной отрезку АБ.
Фронтальная проекция фронтали будет перпендикулярна фронтальной проекции перпендикуляра, то есть отрезку АБ. Ну и горизонтальная проекция фронтали должна быть параллельна оси X. Фронталь проходит через точку С, то есть плоскость мы проводим через точку С, соответственно фронталь плоскости проходит через точку С. Построим горизонталь плоскости. Фронтальная проекция горизонтали плоскости будет параллельно оси X, а, вспоминая теорему о перпендикулярности прямой и плоскости, горизонтальная проекция горизонтали будет перпендикулярна горизонтальной проекции перпендикуляра. Перпендикуляр это АБ, то есть горизонтальная проекция горизонтали перпендикулярна горизонтальной проекции отрезка АБ. Итак, вот у нас есть две пересекающиеся прямые плоскости. Давайте обозначим ее как альфа. Плоскость альфа задана пересекающимися прямыми фронталью и горизонталью. Но для удобства давайте мы еще ограничим отсек плоскости волнистой линией. Вот таким образом. Первая часть задачи решена. Мы нашли то множество точек, равноудаленных от точек А и Б. Это вот эта самая плоскость альфа, заданная фронталью и горизонталью. Вторая часть задачи. Из этого множества нам нужно найти одну, лежащую на прямой А. То есть найти точку пересечения прямой А с плоскостью альфа. Заключаем одну из проекций прямых в проецирующую плоскость. Мы уже знаем, как решается задача на пересечение прямой и плоскости. Давайте заключим фронтальную проекцию прямой А в проецирующую плоскость сигма. Заключили и находим точку пересечения прямой А с плоскостью альфа. Давайте я еще обозначу плоскость альфа дополнительно. Горизонтальная проекция плоскости альфа и фронтальная проекция плоскости альфа, заданные пересекающимися прямыми h и f. Возвращаемся к решению задачи на пересечении прямой А с плоскостью альфа. Проецирующая плоскость сигма, проходящая через фронтальную проекцию прямой А, пересекает плоскость альфа, а конкретнее ее прямые h и f, в точках 1 и 2. Обозначили. То есть плоскость сигма пересекает плоскость альфа по отрезку 1, 2. Найдем горизонтальную проекцию отрезка 1, 2. И на пересечении этого отрезка с исходной прямой А будет точка пересечения прямой А с плоскостью альфа. Вот эта точка, обозначим как К. И найдем фронтальную проекцию точки К. Точка К лежит на прямой А. То есть это и есть решение задачи. Точка К лежит на прямой А, и точка К лежит на плоскости альфа, которая является множеством точек, равноудаленных от точек А и Б. Задача решена. Давайте запишем краткий алгоритм решения. Первое. Поделив отрезок АБ на две равные части, мы получили точку С. Второе. Через точку С мы провели плоскость альфа, перпендикулярную отрезку АБ. Задали мы ее горизонталью и фронталью, так что горизонтальная проекция перпендикуляра А1, Б1 была перпендикулярной горизонтальной проекции горизонтали, а фронтальная проекция перпендикуляра А2, Б2 была перпендикулярной фронтальной проекции фронтали. И третий пункт. Мы нашли пересечение прямой А с плоскостью альфа. Это точка К. И есть решение задачи. И последняя на сегодня задача — определить натуральную величину расстояния между параллельными прямыми М и L. Прямые М и L заданы своими проекциями. И каким образом можно решить эту задачу? Нам нужно построить отрезок, который перпендикулярен к двум данным прямым и пересекает их. Как это можно сделать? Ну, для начала можно взять точку на одной из прямых и провести перпендикуляр к другой прямой. Давайте это сделаем. На прямой М я беру любую точку А. Теперь нам нужно построить перпендикуляр к прямой L, верно? Решается это следующим образом.
Мы не можем просто найти проекции перпендикуляра. У нас нет правил, которые позволяли бы это сделать, да? Но мы можем провести плоскость перпендикулярную к прямой М и найти ее пересечение с прямой L. И отрезок, соединяющий, будет нам показывать расстояние между прямыми М и L, потому что он построен на плоскости перпендикулярной к двум прямым. И, найдя натуральную величину этого отрезка, мы сможем узнать его длину. Давайте проведем плоскость перпендикулярную к прямой М, ну и, соответственно, перпендикулярной к прямой L. Плоскость мы можем задать с помощью фронтали и горизонтали. Перпендикуляр к плоскости уже есть, это непосредственно сама прямая М. Задаем проекции фронтали и горизонтали плоскости, как в предыдущей задаче. Фронтальная проекция фронтали перпендикулярна фронтальной проекции перпендикуляра. Естественно, плоскость мы проводим через точку А. И поэтому фронталь проходит через точку А. Проведем горизонталь через точку А. Горизонтальная проекция перпендикуляра перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. То есть горизонтальная проекция горизонтали будет перпендикулярна прямой М1. Вот так. И фронтальная проекция горизонтали, как мы знаем, параллельно оси Х. Мы провели плоскость перпендикулярную к прямой М. Давайте также ограничим ее отсек волнистой линией и обозначим как альфа. Вот таким образом. У нас есть плоскость перпендикулярная к прямой М. Давайте найдем пересечение этой плоскости с прямой L. Для этого заключаем одну из проекций прямой L в проецирующую плоскость. Давайте в этот раз возьмем горизонтально проецирующую плоскость сигма, и проходить она будет через горизонтальную проекцию прямой L. Обозначили. Плоскость сигма пересекает плоскость альфа по прямой линии. Давайте ее построим. Плоскость сигма пересекла прямую h плоскости альфа в точке 1. И плоскость сигма пересекла прямую f плоскости альфа в точке 2. Вот так. И давайте построим фронтальные проекции точек 1 и 2. Тем самым построим фронтальную проекцию отрезка 1, 2. Построили фронтальную проекцию отрезка 1, 2. Там, где фронтальная проекция отрезка 1, 2 пересекает фронтальную проекцию исходной прямой L, будет точка пересечения прямой L с плоскостью альфа. Обозначаем эту точку как К. Обозначили и находим горизонтальную проекцию точки К. Точка К – это результат пересечения прямой L с плоскостью альфа. Точка К лежит на прямой L. Итак, первая часть задачи решена. Мы провели плоскость перпендикулярную к двум данным прямым, параллельным прямым М и L. Эта плоскость пересекла прямую М в точке А исходной и пересекла прямую L в точке К. Соответственно, отрезок АК показывает расстояние между прямыми. Кратчайшее расстояние между прямыми. Соединили точки, показали проекции этого отрезка. Ну и последняя часть задачи, как вы догадались, чтобы узнать действительную величину этого отрезка, натуральную величину, мы найдем ее способом прямоугольного треугольника. Способ прямоугольного треугольника нам нужно найти разность координат на одной из плоскостей проекции. Давайте в этот раз возьмем разность координат на P2, то есть это разница координат Z, разница высот. Обозначили эту величину как дельта Z АК, разница высот между точками А и К. И для того, чтобы найти натуральную величину, мы должны построить прямоугольный треугольник, где одна из проекций будет, один из катетов будет горизонтальная проекция отрезка АК, а второй из катетов будет равен длиной отрезку дельта Z АК. Строим перпендикуляр к отрезку АК через любой конец, в любую сторону. И на этом перпендикуляре откладываем разницу высот точек А и К.
Соединяя конец отрезка с точкой на перпендикуляре, мы получаем прямоугольный треугольник, где гипотенуза показывает нам натуральную величину отрезка АК. На этом наша задача решена. Давайте запишем краткий алгоритм решения. Первое. На прямой М мы взяли произвольную точку А. Второе. Мы провели плоскость альфа, заданную горизонталью и фронталью, через точку А перпендикулярно прямой L. При этом горизонтальная проекция горизонтали была перпендикулярна горизонтальной проекции прямой L. Фронтальная проекция фронтали была перпендикулярна фронтальной проекции прямой L. Третьим пунктом мы нашли пересечение прямой L с плоскостью альфа, это точка К. И четвертым пунктом мы определили натуральную величину отрезка АК способом прямоугольного треугольника. Вот таким образом решаются задачи, связанные с перпендикулярностью прямой и плоскости. Как вы видите, задачи комплексные, модульные, да, определенные этапы для многих задач начертательной геометрии повторяются. Это основные задачи: построение перпендикуляра, построение точки пересечения прямой и плоскости, задание проекций прямых или плоскостей, определение натуральной величины отрезка. То есть это обычные позиционные задачи начертательной геометрии. Вы их все должны хорошо изучить. На этом занятия заканчиваются. Всем всего доброго. До свидания.